Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Хочу вам сегодня показать, как связать вот такой узор для свитера, который сейчас вы видите, из журнала Диана, первый номер 22 года. Раппорт этого узора 12 рядов и 23 петли. У меня сейчас набрано 2 раппорта подряд. В высоту 1, 2, 3, 4 уже связано. Значит, в ширину 2 раппорта это 23 петли. 23 петли и покромочные с каждой стороны. Итого 48 петель у меня сейчас набрано. Первый ряд узора снимаем сейчас кромочную, не провязывая. Далее идет изнаночная. 4 лицевых по раппорту. Следите за схемой. 2 изнаночных. Далее по раппорту 2 лицевых. Далее вот этот знак означает 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем лицевой петлей. Делаем накид. 1 лицевая, накид. Теперь тоже 2 вместе, но с наклоном влево. Первую снимаем, не провязывая, развернув. Провязываем вторую. И протягиваем через непровязанную. Далее 2 лицевых у нас должно остаться между изнаночными. 2 изнаночных, 4 лицевых, 1 изнаночная петля, раппорт окончен. 23 петли мы провязали в ширину первого ряда. Теперь у меня далее идет второй раппорт, также в ширину набранный. Снова изнаночная петля, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид. Теперь 2 вместе с наклоном влево. Первую снимаем, развернув, вторую провязали и протянули через непровязанную петлю. Далее у нас должно остаться между изнаночных 2 лицевые. Далее 2 изнаночных по раппорту, 4 лицевых. 1 изнаночная, раппорт окончен. Далее у меня кромочная. Сейчас мы переходим на изнаночную сторону. В изнаночном ряду вяжем петли, как видим. Видим изнаночные, провязываем изнаночными. Видим лицевые, провязываем лицевые. Изнаночные, изнаночными. Накиды провязываем изнаночными петлями. Изнаночная, изнаночная, изнаночная. Видим лицевые, провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными петлями, лицевые лицевыми. Так мы провязываем изнаночный ряд до конца ряда. Как видим петли. Лицевые лицевые, изнаночные изнаночными, накиды провязываем изнаночными петлями. Провязали изнаночный ряд. Теперь я буду показывать только лицевые ряды, как вот указано в схеме. Как изнаночные ряды провязывать, вы уже поняли. По узору накиды изнаночными петлями. Сейчас у нас третий ряд лицевой. Сняли кромочную, изнаночная, 4 лицевых. Это петли косы. 2 изнаночных. Далее после изнаночных в третьем ряду 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, провязываем лицевой петлей, делаем накид. Далее 3 лицевых петли, провязали, накид. Теперь нужно провязать 2 вместе с наклоном влево. Первую сняли, не провязывая, развернув. Вторую провязали, не провязанную накинули сверху. Должна остаться 1 лицевая. 1 лицевая, далее изнаночная. 2 изнаночных,
4 лицевых, это тоже петли косы, жгутов, 1 изнаночная. Мы провязали раппорт третьего ряда. Сейчас я провяжу свой второй раппорт, провяжу изнаночный ряд по узору. Далее вернусь, будем провязывать вместе 5-й ряд. Сейчас мы подошли к 5-му ряду, снимаем кромочную, не провязывая. Далее изнаночная. И вот теперь у нас пошли лицевые петли, которые мы должны перекрестить налево. Снимаем 2 петли, не провязывая, на правую спицу. Следующие 2 провязываем. Теперь не провязанные петли подхватываем впереди и перекрещиваем их с наклоном влево. Провязываем сейчас не провязанные петли. Далее 2 изнаночных. Далее у нас сразу же 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном влево. Далее 2 изнаночных. Теперь у нас 4 лицевых. Это петли косы, жгута. Мы должны перекрестить их направо в этот раз. Мы точно так же снимаем 2 петли, не провязывая. Провязываем следующие 2 лицевыми. Провязали. И вот теперь эти 2 непровязанные петли мы должны тоже подхватить, но теперь позади спицы. Выделим их отдельно, придерживаем. И теперь перекрещиваем направо, поменяли местами и провязали непровязанные петли. 1 изнаночная. Раппорт окончен 5-го ряда. Сейчас я провяжу свой второй раппорт и изнаночный ряд. Вернемся в 7-м ряду. Я покажу, как вязать 7-й ряд. Обратите сейчас внимание, вот в начале мы формируем ромб, мы его открываем, а сейчас мы его будем закрывать. Поэтому у нас теперь петли 2 вместе будут провязываться внутри ромба, а накиды будут делаться снаружи. Вот сейчас мы в 7-м ряду. Снимаем кромочную первую. Далее у нас изнаночная. Следите за схемой. 4 лицевых. 2, 3, 3, 4. 2 изнаночных. Одна лицевая. И сейчас у нас накид. 2 вместе, но теперь у нас с правой стороны будут с наклоном влево. То есть мы его закрываем сейчас, этот ромб, поэтому с наклоном влево. Нужно, чтобы теперь в эту сторону укладывались петли. Снимаем первую, вторую провязываем лицевой, сверху накидываем не провязанную. Далее у нас по раппорту 3 лицевых, 2, 3. 2 вместе теперь с наклоном вправо у нас. Накид, 1 лицевая. 2 изнаночных, 4 лицевых петли, 1 изнаночная. Раппорт в ширину окончен 7-го ряда. Вернемся в 9-м ряду. Сейчас я провязываю свой второй раппорт, лицевую сторону и полностью изнаночную сторону. Сейчас 9-й ряд раппорта. У нас будут перекресты. Снимаем кромочную, далее изнаночная. Следите за схемой. Делаем перекресты. Сняли 2, не провязывая. Провязали вторые 2 лицевыми. Теперь меняем местами, подхватив эти петли впереди. И провязали их тоже лицевыми петлями. 2 изнаночных. Далее по раппорту 2 лицевых. Накид. 2 вместе с наклоном влево. 1 лицевая. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 лицевых. 2 изнаночных. Далее у нас снова перекрест.
Теперь перекрест направо. Снимаем 2, не провязывая, на правую спицу. 2 следующих провязываем лицевыми петлями. Теперь подхватываем позади спицы. Надо вот так вот выделить их. Подхватили. Теперь перекрещиваем с наклоном вправо их. Перекрестили вправо, провязали не провязанные лицевыми петлями. Сделали перекрест направо. 1 изнаночная. Раппорт окончен сейчас. Что касается 9 ряда. Я провязываю следующий раппорт изнаночную. Возвращаемся в 11 ряду. 11 ряд раппорта сейчас. Обратите внимание, здесь такой особый знак. Здесь нужно 3 вместе лицевую провязать. Как это сделаем? Сначала начнем. Снимаем кромочную, не провязывая. 1 изнаночная, следите по схеме. Далее 4 лицевых, 2 изнаночных. Далее 3 лицевых, 2, 3. Накид. И вот теперь 3 вместе. Нужно провязать лицевой. Снимаем первую, не провязывая. 2 вместе провязываем лицевой петлей. Сверху накидываем не провязанную петлю. Далее накид, 3 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 1 изнаночная. Раппорт окончен 11 ряда. Сейчас я провязываю второй раппорт свой и изнаночный ряд. И посмотрим, что у нас получилось. Узор я сейчас показала на пряже из 50% хлопка, 50% хлопок и 50% акрил. Пряжа на фотографии это 65% альпака и 35% хлопок. Она немножко такая мохнатенькая. Мне показалось, что если вот она не будет такая пушистая пряжа, то, возможно, узор проявится лучше. Мне кажется, что лучше. Но вот единственное, что эта пряжа толстовата будет для этого узора. Пряжа, которая на фотографии в журнале, это в 25 граммах 150 метров. То есть это в 100 граммах 600 метров. Очень тонкая пряжа. На тонкой пряже, конечно же, узор будет выглядеть лучше, интересней. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами был канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго!